Друзья, я снова всех приветствую. В данном видеоролике вы увидите сборку центробежного компрессора самодельного изготовления. Также мы попробуем его запустить. Ну а пока, ребята, расскажу, что я сделал новенького. Как вы можете заметить, две этих детали преобразились, добавилась куча отверстий. Ряды отверстий, чтобы срастить их две воедино. Здесь шайба. И уже внутрь заложен подшипник. Закручены винтики авиационные. И все законтрено, ребята, чтобы, не дай бог, оно не открутилось. Здесь просверлены отверстия под двигатель. Двигатель пришлось немножко модернизировать. Он уже довольно-таки старенький, потрепанный, побитый жизнью. Здесь обмотки кое-где потертые. И я все это дело здесь позаливал эпоксидом. Мне кажется, это ему поможет. Вал удалось сделать очень точно. Очень много усилий и труда было положено. Крыльчатку даже уже напрессовал на горячую. Ну, в принципе, снять ее можно, если нагреть, опять же. Алюминий расширяется сильнее, чем сталь. Поэтому при нагреве зазор увеличивается. Видно, как заходит подшипник. Кое-где даже вот он прям совсем плотно. Вот. Ну, основная посадка его вот здесь. Вот. Ну, здесь тоже несколько подшипничков, которые стоят на двигателе. И тут тоже под подшипник. Вот. Видно, как все плотно, ребят. Видите? В общем-то, в принципе, друзья, все можно собирать. Здесь все точно очень подогнано. Очень маленькие зазоры, но тем не менее все собирается, все разбирается. Итак, смотрим, как это делается. Вот эта вещь вставляется вот сюда. Так, забыл кое-что. Здесь шайба регулировочная. Она регулирует вот этот вот зазор. Вставляем вот так. Вот. Можем заметить, все вращается без всяких биений. Здесь мы должны закрутить гайку. Резьба обычная, не левая, потому что здесь двигатель как раз таки в эту сторону закручивает, и он норовит гайку затянуть. Если честно, ребят, давно я мечтал о таком компрессоре. Этот компрессор будет иметь очень большой расход воздуха, потому что это вам не поршневой компрессор, а компрессор центробежный. Он с большим расходом воздуха. Можете обратить внимание, какие здесь зазоры. Здесь вот опять же все вровень. Никакой ступеньки нет. Здесь втулочка. Можно сразу подшипничек сюда насадить. Вот раз и все. Теперь эту деталь откладываем и займемся двигателем. Двигатель нужно для начала наживить. Сюда поставим подшипничек. В принципе, его можно не ставить, потому что опору выполняет вот этот. Но на всякий случай поставлю. Лишним, думаю, не будет. Все-таки он здесь ближе, меньше расстояние будет и как бы жестче вся конструкция получится. И закручиваем авиационными винтиками, которые также можно законтрить в будущем. Здесь есть отверстия, которые позволяют это сделать. Готово, ребят. Можно все соединять, пробовать. Смотреть, легко ли будет вращаться. Все должно точно сойтись. Иначе будет ай-яй-яй. И не должна крыльчатка цепляться. То есть, ну, понимаете вы, я надеюсь, что это такая серьезная конструкция. Ну, в принципе, видно, что все спокойно сходится. И все вращается. Отлично! Отлично, ребят. Оп, ну-ка. О, все легко вообще, спокойно, без заеданий. Все 4 подшипника сходятся. Я именно упор делал на соосность. Здесь не соосность, ну может 5 микрон, ну может сотка. В любых плоскостях это максимум. Теперь очень важная процедура. Нужно поставить вот сюда ротор. Вращающаяся часть. Для этого ее нужно нагреть. Причем довольно-таки значительно. Если ее криво установить, то сами понимаете, вся балансировка, все, короче, все, что возможно, только все здесь уйдет и будет нехорошо. Поэтому надо посадить ее ровно так, как она и сидела до этого. Надо хорошенечко нагреть, градусов до 150 хотя бы. Так, ну на видео не попало, ребят. Выключилась камера в самый ответственный момент. Все.
Посадка с натягом, плюс гужоны. Биения я здесь не замечаю. Вообще классно все получилось, ребят. Прямо аж душа радуется. Давайте подключим аккумы и попробуем сделать первый запуск. Оценим вибрации. Все оценим. Подключаем 3 фазы через вот этот вот регулятор. Так, это сюда. А ну-ка. О! Ой, как хорошо работает. Импеллер, помню, гудел страшно. Надо поменять провода местами. Ой, как хорошо работает, ребят. Нет вибрации. Гонит теплый воздух, значит компрессор сжимает. Сейчас попробую один прикол, надену мешок на него и посмотрим. По моим предположениям, мешок должен порваться. Так, ребят, смотрим, что это, вентилятор у нас или компрессор. Ух ты! На маленьких даже оборотиках. Вот это да, вот это давление, ребят. Рубануло пакет давлением. Вполне себе спокойно. Офигеть, вот это техника, блин. На грани фантастики, сумасшедшая какая-то. Надо делать срочно выход. Снег пошел какой-то. Все, друзья, теперь отформую стеклотканевую деталь на этой заготовке. И у нас получится полноценный агрегат. Вот такая вот перевернутая ваза получилась интересная. Теперь ее нужно хорошенечко высушить. И будет очень крепкое выходное устройство. Можно будет наконец-таки измерить давление и все остальное. Обошлось на этот раз без стружки, слава богу. Хотя вот немножко есть. Только это стеклянная стружка. Сдать ее не получится. Переплавить тоже навряд ли. Вот такая получилась корпусинка, ребят. Я ее пока что грубо обработал, зашпаклевал. Она вся кругленькая, ровненькая. И сделал 2 штуцера. Это быстросъемные штуцера под вот такие вот шлангочки. Сейчас моя задача сделать переходник вот сюда на шлангу. Будем измерять вот этим манометром. Манометр от 0 до 1 атмосферы. Это видно 0,1 МПА. Мегапаскаль. Заметил, что до сих пор не все на канале знают, что вот это за аккумуляторы и откуда может взяться мощность 5 киловатт. То есть пишут, что да там же при 50 вольтах должно быть 100 ампер. Откуда они там возьмутся? 6 ампер в час емкость этого аккума. Аккумы литий-полимерные. Откуда берется такой дикий ампераж? Дело в том, что литий-полимерные аккумы могут отдавать в разы больше того, что здесь написано. То есть здесь написано 6 ампер в час, но реально он может отдавать 50 С. Конкретно этот аккумулятор, то есть 50 емкостей. 6 умножить на 50, сколько получается? Получается 300 ампер, ребята. Вот на такие подвиги способны эти аккумы. Этот двигатель в пике потребляет около 100 ампер. То есть, в принципе, даже для аккумов это лайтовый режим будет. Также мы воспользуемся измерителем мощности, то есть между аккумами подсоединим вот это устройство. Оно может измерять до 150 ампер. Также оно измеряет не только токи, но и мощность. В общем, потому это и измеритель мощности. Ладно, друзья, точу штуцерочек, все собираем и будем тестировать. Штуцерок буду точить из вот этой вот бронзяки. Диаметр 90 миллиметров. Итак, стартуем, друзья, поехали. Пошла токарочка опять родимая. Оборотки великоватые.
Ну все, поехали. Осталось только лишь отрезать, ребят. Не стал я вам весь техпроцесс показывать. Это очень долго, поверьте мне. Работа с таким большим кругляком на ТВшке — это очень долго. Ну вот, в принципе, что мы имеем. Такую вот восхитительную маленькую детальку. Нужно фасочку внутри снять. Вот. И это будет штуцерок, ребят. Все, сейчас мы сможем все протестировать. Манометр готов. Пробуем, сколько можно надуть ртом. 0,1 атмосферу примерно удается надуть. Собираем компрессор. Вот сделал меточки, как всегда, чтобы в винтики попадать. Все, как видите, очень-очень плотно, ребят. Как всегда. Как мне эта плотность надоела уже, вечно ничего не снимается потом обратно. Но зато все как положено и все достаточно герметично. Собрал небольшой такой стендик. И в принципе можно уже приступать. Аккумуляторы полностью заряженные. Подключил ваттметр. Видно, что здесь показывается 50,1 вольта. Также он будет показывать по ваттам расход и по амперажу. Ампераж будет вот здесь показываться. Наклеил наклейку для измерения оборотиков. Подключил уже манометр, ребят. Вот она, трубочка идет на вот этот советский манометр. Были вопросы по охлаждению двигателя, почему он не в потоке стоит. У этого двигателя есть собственная система охлаждения. Вот они, окна. И вон видно внутри лопатки. Центробежной силой с них выбрасывается воздух. Проходит сквозь весь двигатель и выбрасывается вот здесь. Здесь больше проблемы с охлаждением регулятора, потому что его желательно ставить в поток. А у двигателя вообще проблем никаких нет. Также, ребят, мы тут между делом измерим тягу. Вот этим измерителем. Ну, тяга будет небольшая. Но посмотрим, что он выдаст. Забыл еще пояснить для немоделистов. Обороты буду регулировать сервотестером. Он передает сигнал вот сюда на регулятор оборотов. И можно их повышать и понижать. Вот так. Оп. Первый тест измерим оборотики. Сможет ли он на всю раскрутиться? У движка рабочие обороты под нагрузкой 38 тысяч оборотов в минуту. То есть ровно столько выдавал импеллер. Сейчас мы испытаем и посмотрим. Стартуем! Ребята, стартуем! Вроде бы правильно показывает. 3000 оборотов. Добавляю 5. $33 000 оборотов выдал этот движочек. Провода нагрелись, то есть ток здесь действительно безумный, ребят. Аккумчики просели на 1 вольт, но постепенно возвращается. Кстати, провода очень длинные, их можно укоротить. Это нам еще добавит. Теперь, ребят, измерим ток. Какой ток будет выдавать, опять же, на максимум. Когда эта вся каретка поехала, я аж немного испугался. Смотрим, ребята, ток будет показываться вот здесь. Вообще 5300 ватт показала такую мощность. 33 000 оборотов. Давление пока не смотрел. Ладно, смотрим ток, ребят. Ток 124 ампера и пиковая мощность была 5300 ватт. Вот такой вот вам маленький движочек. Кстати, насчет температуры, он еле-еле тепленький. Регулятор тоже в нормальном состоянии. 49 вольт у нас по-прежнему. Можем измерить тягу. Ну и заодно посмотрим давление. Но давление будет показываться именно прямоточное. То есть, как вы видите, здесь ничего не заткнуто. Здесь нет никакой нагрузки. Будет показываться именно в холостую. Если что-то будет вообще показываться. Я не уверен.
Тяга 1,3 килограмма была. Давление не показывалось абсолютно никакого. Тяга была такая маленькая, ребят, потому что, ну, все-таки это компрессор, а не импеллер. Ладно, ребят, будем пробовать создавать давление. Вот манометр буду затыкать рукой, и мы будем смотреть, что будет происходить. Так. Пошел манометр. Да, ребята, все-таки большого давления создать не удалось. Как я и предполагал, 0,15 получилось. С немного открытым отверстием. Где-то процентов 25-30 было открыто отверстие. То есть вот на таком расходе. Не знаю, насколько это вам будет понятно. Как-то так получается, ребят. То есть на авто теоретически как бы не более 15-20% можно добавить мощность. Сейчас попробуем полностью заткнуть. Посмотрим, что он выдаст на максимум. Но я вам скажу, рукой, когда держишь, теплый воздух такой идет. Именно сжимается. Получается, при полном затыкании где-то 9 килограмм на весах образуется и 0,2 бара давления. Ну, вы все видели, ребят. Вот такой вот агрегат интересный получился. Теперь, друзья, показываю в реале, как выглядит вроде бы небольшое давление. Но здесь 9 килограмм сопротивляется. Но зато огромный расход. Вот, например, на маленьких оборотах. Где-то в 5 миллиметрах начинает сопротивляться. Теперь на всю. То есть, как видите, делаю вот такие удары, а оно не ударяется. Оно где-то в сантиметре, в 7 миллиметрах останавливается. Ну, на полной мощности. Если меньше, то ближе. Крутая штука получилась. По крайней мере, есть теперь чем раскручивать спиннеры. Сейчас мы ее еще немножечко по-другому испытаем. Возьмем свободную турбину и попробуем, сможет ли раскачать вот это, вот это. Дуть нужно сюда. И я пробовал разными вентиляторами, импеллером. Оно даже с места не сдвигается. В общем, хочется попробовать компрессором. Хотя выходы разные. Здесь поболее. Но сейчас что-нибудь мы придумаем. На скоряк подключил старым добрым скотчем. Ну, просто, ребят, здесь крепление делать очень долго. Это полдня надо делать его. Ну, чтобы посмотреть, так сказать, прикольнуться, я решил вот сделать так. Загерметизировал более-менее. Ну, давайте посмотрим, будет ли вращаться. Ну, отсюда уже дует. Чуть-чуть добавлю. Давайте замерим, когда начнет вращаться, при каком ампераже. О! 11 ампер уже пошло. Жесть! Офигеть! Не, остановить нереально. Слушайте, вот это да! Вот это да! Было 11 ампер всего лишь, и оно уже начало вращаться. Я не представляю, если на всю крутануть. Было бы интересно еще измерить крутящий момент. Не знаю, насколько это возможно. Ну, это нужно уже делать полностью фланец здесь. И, так сказать, экспериментировать. Сейчас хочется единственное измерить оборотики. Это было бы очень интересно. Так. «4 ампера всего лишь». Это вообще лайтовый режим. Здесь у нас
9000 оборотиков всего лишь. Здесь у нас 1300. Добавляем. Главное, чтоб не улетело, не разорвало вот эту пленку. $3800, а здесь 13000. Ну давайте даванем на всю разочек. Было 12000 оборотов, ребят. Вот сейчас она вращается, видите? Остаточные. Вот так вот долго она останавливается. Ну, то есть рабочий агрегат, как я посмотрю. Вообще фантастика, ребят. Вот такие вот дела, друзья. Не знаю, насколько оправданно на автомобиль ставить все это хозяйство. Если только не в таком варианте. Но это, конечно, шутка. У меня много вообще интересных задумок. Я просто-напросто не успеваю все реализовывать, потому что делаю все сам. Очень хочется, ребята, снять вот этот пластмассовый корпус, поставить сюда камеру сгорания и дать огня проверить на тягу. Сколько эти 0,2 бара смогут выдавать тяги. Потому что сопло будет здесь очень большое. Ребята, если эта тема интересна, напишите в комментариях. Работы здесь немного и можно будет сделать быстро. В общем-то, у меня, ребята, на моем техноканале все. Кому было интересно, подписывайтесь, поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока.